Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас сами народные приметы, традиции и обряды на 20 июля. Поговорим о церковном календаре, уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 20 июля. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, поддержите нас. Также подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и хотим всех поблагодарить за донаты. 20 июля православная церковь вспоминает двух выдающихся святых: преподобного Фому Малиина и преподобную Евдокию, княгиню Московскую. Оба они оставили неизгладимый след в истории и духовной жизни своего времени. Их подвиги, мудрость и преданность Богу продолжают вдохновлять верующих и по сей день. Преподобный Фома Малиин появился на свет в IX веке. Он был талантливым военачальником, который принес своему народу немало побед. Когда он служил в армии, Фома показал себя умелым стратегом и храбрым воином. Его военная карьера складывалась успешно, однако со временем он почувствовал призвание к иной жизни. Решив посвятить свою жизнь служению Богу, Фома принял иноческий постриг. Он начал посещать старцев, монахов, ища у них наставления в духовном пути. Жажда духовного совершенствования и стремление к уединению привели его к отшельнической жизни. Через несколько лет после пострига святой получил благословение на отшельническую жизнь в пустыне. Фома оставил мир и стал жить на горном мысе Малею, расположенном в восточной части Афона. Здесь он начал вести подвижническую жизнь, полностью посвятив себя молитве и служению Богу. Фома Малиин приобрел славу как чудотворец и целитель. К нему приезжали христиане со всех окрестностей, и он каждому старался помочь. Молитвами и благословениями он исцелял больных, утешал страждущих и наставлял в духовной жизни. Евдокия Дмитриевна была дочерью Дмитрия Константиновича, великого князя Суздальского. В возрасте 13 лет она вышла замуж за 15-летнего князя Московского Дмитрия Ивановича. Их брак стал залогом прекращения междоусобной борьбы между Суздальско-Нижегородским и Московским княжествами, укрепив тем самым единство Руси. Евдокия и Дмитрий Иванович прожили вместе 22 года в счастливом браке. После смерти мужа в возрасте 38 лет Евдокия фактически взяла на себя руководство Московским княжеством. Она была одной из самых образованных женщин своего времени, что позволило ей эффективно управлять государственными делами. Евдокия активно занималась строительством храмов и монастырей. Благодаря ее усилиям в Москве и в других русских городах появилось множество церквей, которые стали центрами духовной жизни и образования. Она внесла значительный вклад в укрепление православной веры на Руси. В 1407 году Евдокия удалилась в Вознесенский женский монастырь и приняла монашество. Однако ее монашеская жизнь была недолгой. Всего несколько недель спустя, а именно 7 июля 1407 года, она скончалась. 20 июля – особенный день в народном календаре, известный как Фома, Фома Черничник, Фома и Авдотья или Авдотья Сеногнойка. Этот день наполнен многовековыми традициями и обрядами, связанными с земледелием, сбором урожая и погодными условиями. Святую Евдокию в народе прозвали Авдотьей Сеногнойкой из-за часто начинающихся в этот день дождей, которые уже мешали заготовке сена и приводили к его гниению. Святую Евдокию в народе прозвали Авдотьей Сеногнойкой именно из-за того, что 20 июля начинались дожди. Именно эти дожди мешали крестьянам заготавливать сено, которое из-за большой влажности начинало гнить. Ну а чтобы избежать потерь, крестьяне старались убрать сено именно до этой даты. Дожди, начавшиеся в этот день, часто воспринимались как знак изменения погоды и начала осенних процессов в природе.
К этому времени поспевала черника, и день получил, соответственно, еще одно название, как Фома Черничник. Считалось, что если черника созрела, то пора задуматься о жатве. Черника не только служила источником витаминов, но и была важным продуктом питания в крестьянских семьях. Сбор черники был важным делом, которым занимались все жители деревни. Если погода была хорошей, крестьяне отправлялись в поле для начала жатвы. Этот процесс сопровождался множеством обрядов и традиций, направленных на обеспечение хорошего урожая и защиты от неудач. Перед началом жатвы крестьяне заворачивали серпа в полотенца и исполняли народные песни. Именно это символизировало уважение к хлебу и предстоящему труду. Первый сноп, собранный в этот день, имел особое значение. Его обвязывали полотенцем и несли в церковь для освящения. Этот сноп называли именинным, и его хранение имело свои традиции. Его оставляли в переднем углу избы до осени. И уже на покров Пресвятой Богородицы 14 октября этим сеном угощали домашнюю скотину, чтобы животные охотно ели приготовленный на зиму корм. Женщины делали из первых колосьев пояс и подвязывались им, произнося следующие слова: «Матушка рожь год стояла и не устала, и спина моя уставать не будет». Это было сделано для того, чтобы работа в поле не утомляла и проходила намного легче. Вечером после жатвы было принято кататься по ниве, произнося: «Нива, Нива, дай мне силы». Этот обряд нужно было выполнять втайне от всех, чтобы обрести силу и выносливость для дальнейшей работы. Вечером 20 июля на Авдотью Сеногнойку в деревнях проводились гадания. Одним из самых популярных обрядов было гадание с серпами. Каждый бросал свой серп на пол избы. Если серп ложился на поверхность, это считалось добрым знаком, предвещающим большое счастье. Однако, если серп втыкался в пол, это считалось дурной приметой, предвещающей скорую смерть гадающего. Этот обряд был не только способом узнать свою судьбу, но и способом сплотить общину, поскольку все участвующие делились своими предсказаниями и толкованиями. 20 июля также знаменует начало сбора и первых урожаев. К этому времени поспевали первые огурцы, ранние яблоки и вишня. Эти плоды символизировали изобилие и плодородие, и их сбор был важным событием в жизни крестьянской общины. Еще одной важной традицией этого дня было приготовление дубовых веников для бани. Веники, сделанные из дубовых ветвей, считались особенно целебными. Они укрепляли здоровье, улучшали самочувствие и придавали бодрость. Дубовые веники использовали для банных процедур, что считалось важной частью поддержания здоровья в деревенской жизни. В этот день также было принято окуривать дом дымом дубовых листьев. Считалось, что этот обряд защищает жилище от пожаров и других бедствий. Дуб в славянской культуре символизировал силу и защиту, и окуривание дома дубовым дымом было важным обрядом для обеспечения безопасности и благополучия в семье. Интересным народным обрядом на Авдотью Сеногнойку было лечение болезней с помощью бабочки. Люди верили, что поймав бабочку и прочитав над ней молитву «Отче наш» 40 раз, можно излечиться от болезни. После прочтения молитвы бабочку отпускали на свободу, веря в то, что она унесет болезнь с собой. Тем, кто проводил день в городе, рекомендовалось заниматься покупками. В этот день удачными считались не только мелкие, но и крупные приобретения. Считалось, что даже спонтанные покупки 20 июля окажутся удачными и принесут радость. Этот день был благоприятным для обновления гардероба и покупки бытовых товаров. На Авдотью Сеногнойку также было принято заниматься своей внешностью. Считалось, что стрижка или другие изменения внешности, сделанные в этот день, помогут избавиться от многих проблем и забот. Женщины и мужчины проводили различные косметические процедуры, чтобы привлечь удачу и благополучие. Особенно было важно на Авдотью Сеногнойку помогать людям. Считалось, что добро, сделанное в этот день, вернется к человеку в тройном размере. Это убеждение стимулировало общину к взаимопомощи и поддержке.
Люди старались делать добрые дела, помогать соседям и родственникам, зная, что это принесет им удачу и благополучие в будущем. Одной из интересных традиций на 20 июля являлась уборка, которая по поверьям может привести к находке потерянных денег или забытых заначек. Существует даже поговорка «подметешь, деньги найдешь». Это отличная мотивация для того, чтобы навести порядок в доме и, возможно, обнаружить что-то ценное. В этот день важно было уделить внимание родственникам и близким людям. Считается, что за каждое благое дело, совершенное в этот день, воздастся втройне. Помощь, поддержка и забота о родных и друзьях не только укрепляла связи, но и приносила удачу и благополучие в будущем. Погода на Авдотью Синагнойку также играла важную роль в жизни крестьян. Существовало множество примет, связанных с дождем и другими природными явлениями. Если дождь начинается 20 июля, он может продолжаться достаточно длительное время, что может быть вредно для урожая. Поэтому наши предки говорили, что дождь именно 20 июля может затянуться аж на 7 недель. Животные часто также предсказывали погоду. Лошадь, вынюхивающая воздух, сигнализировала о надвигающемся дожде. А вот утренний дождь 20 июля предвещал плохой урожай. Если дождь идет на Авдотью, сено может сгнить, что приведет к нехватке кормов для скота. А вот если цветы мокрицы остаются раскрытыми, это предвещало хорошую погоду. Усиленная активность пауков указывала на приближающееся устойчивое сухое время. Крики журавлей вечером предвещали ясную погоду на следующий день. Ну а если после дождей появляются белые тающие облака, погода скоро наладится. В этот день празднуют свои именины люди с именами: Акакий, Герман, Евдокия, Ефросиния, Лукиан, Никон, Сергей и Фома. Поздравления и пожелания именинникам – еще одна важная традиция этого дня, способствующая укреплению родственных и дружеских связей. 20 июля в народном календаре этот день наполнен не только обрядами и приметами, но и определенными запретами. Следование этим правилам помогало крестьянам, нашим предкам избегать неприятностей и обеспечивать благополучие семьи и хозяйства. Давайте разберем, что именно нельзя было делать в этот день 20 июля и почему. В этот день категорически не рекомендовалось купаться в водоемах. Существовало поверье, что водяной в этот период становится особенно агрессивным и недоброжелательным к людям. Он может причинить вред, вызвать травму или даже попытаться утопить тех, кто решает испытать его гнев. Это поверье отражало страхи и предосторожности, связанные с природными водоемами, которые в древности часто были действительно источником опасности. Еще одно важное предостережение касалось стирки. Существовало поверье, что стирка 20 июля может привести к потере денег и к финансовым проблемам. Этот запрет был основан на убеждении, что действия, связанные с водой, могут символически смыть благополучие и удачу из дома. В этот день лучше воздержаться от стирки, заняться другими хозяйственными делами. Торговля и любые денежные операции в этот день также под запретом. Считается, что они могут привести к неудачам, мошенничеству, кражам, испорченным товарам и потере денег. Также не стоит и одалживать деньги, чтобы избежать возможных конфликтов с должником. Важно сохранять денежные дела в стабильном состоянии и не рисковать финансовым благополучием. Особенно интересный запрет касался огурцов. В этот день, 20 июля, не рекомендовалось собирать или употреблять огурцы, так как считалось, что они могут содержать нечистую силу. Это могло привести к проблемам со здоровьем, включая отравление и расстройство желудка. Лучше отложить сбор и употребление огурцов на другой день. Ну а чтобы избежать беды, важно было поддерживать хорошее настроение и не грустить, а также не плакать. В этот день рекомендовалось избегать воспоминаний о несчастных событиях и не общаться с депрессивными и злыми людьми. Также не стоит смотреть фильмы или передачи, которые могут вызвать грусть или страх. Лучше находиться рядом с счастливыми, светлыми и веселыми людьми, что поможет обязательно вам достичь благополучия.
Ложь, обман и преувеличение никогда не приводили к хорошему, особенно в этот день. Обманщик может стать жертвой собственного обмана, что приведет к неприятным последствиям. Важно быть честным и открытым, чтобы избежать проблем и сохранить доверие окружающих. Постоянное желание иметь то, что у других, их успехи, владение и благосостояние, а также любопытство в чужих делах – это проявление зависти. Зависть может помешать достижению собственных целей и успехов. Поэтому в этот день важно сосредоточиться на своих усилиях и работать над своими достижениями, вместо того, чтобы завидовать другим людям. На Авдотью Синагнойку категорически запрещалось делать банные веники. По поверьям, во время их использования болезни не только не уйдут, а будут только прибавляться. Исключение делалось лишь для дубовых веников. Считается, что они наполнены огромной целительной силой, избавляющей от всех болезней. Дубовые веники обладали мощной энергетикой, которая помогала укрепить здоровье и избавиться от различных болезней. На Руси верили, что в этот день нельзя сидеть под деревьями или обнимать их. Считалось, что деревья могут забрать жизненные силы человека, и он начнет болеть. Этот запрет не распространялся на дуб. Сидящий под дубом, наоборот, восстановит свои жизненные силы, а тело наполнится энергией. Дуб в славянской культуре символизировал силу и защиту, и контакт с ним считался благоприятным для здоровья. 20 июля также нельзя было подходить к чужой корове. Считалось, что если корова обнюхает человека, то он может серьезно заболеть. Этот запрет отражал заботу о здоровье и безопасность, ведь контакт с незнакомыми животными всегда несет в себе определенные риски. Вот такой, друзья, у нас с вами день 20 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.